Еще в 2022 году, вскоре после нападения России, Украина получила от союзников несколько роботизированных мобильных боевых платформ «Тимис». Российский центр анализа стратегий и технологий, сокращенно ЦАСТ, так жаждал ознакомиться с передовой технологией, что предложил любому, кто доставит ее в рабочем состоянии, 1 000 000 рублей. Первоначальная ставка не сработала, и в феврале 2024 она была повышена до 2 миллионов. Настолько важна была техника для российских специалистов. Наконец, летом 2024 российские СМИ радостно сообщили, что платформа Тимис захвачена и эстонская разработка послужит интересам России. Да-да, платформа Тимис – продукция эстонской компании Milrem Robotics, которая считается одной из сильнейших в Европе в своей области. Верный потребитель российской пропаганды, которая постоянно твердит, что страны Балтии – бедная и отсталая окраина Евросоюза, которая развалила доставшуюся ей от советской поры промышленность, должен от такой новости впасть в когнитивный диссонанс. Производство боевых роботов не густарщина в гараже. Это верхний эшелон машиностроения и электроники. Он не может взяться из ниоткуда и обязательно опирается на развитую экономику, которая выпускает хотя бы часть узлов и комплектующих, а главное, готовит классных инженеров и высококвалифицированных работников с богатой производственной практикой. Как же так? Ответ прост. Российские пропагандистские клише о промышленности стран Балтии – банальная ложь. Эстония, Латвия и Литва не просто сумели перестроить доставшуюся в наследство от СССР слабоконкурентную промышленность, но и пристроили к этому фундаменту новое, современное производство. О чем я и рассказывал на протяжении всей серии с лета прошлого года. И по уровню промышленного развития соседнюю сырьевую державу по некоторым направлениям страны Балтии оставили позади настолько, что там теперь гоняются за их технологическими секретами. Так что, когда вам в следующий раз скажут про развал промышленности, просто вспомните. За развалом не охотятся с чемоданом денег и спецназом. Охотятся за будущим. И это будущее сейчас создается здесь, в Балтии. Роботизированная платформа Тимис – лишь один пример из многих, которые стали результатом развития в наших странах передовых технологий и формирования целых отраслей будущего. Это уже настолько масштабное явление, что рассказ о них потребовал отдельного выпуска. Поскольку часть отраслей нового поколения в странах Балтии по сути двойного назначения и тесно приплетена с бурно развивающейся в последние годы оборонной промышленностью, я решил объединить эти сферы в одном трехсерийном выпуске. Итак, о чем же пойдет речь?